Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я к вам сегодня с ниточками, с которыми мы работали, и с новым узорчиком. Акцентирую ваше внимание. Вы берете любую пряжу, какая у вас есть, и вяжете точно такой же образец, который я вам показываю. То есть не обязательно брать такую же пряжу, которую показываю я. Но кто заинтересовался, кому интересно, кто еще ни разу не вязал из этих ниточек, смотрите. Называются данные ниточки Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Дальше смотрим сразу же цвет, пока я не забыла. Цвет 312. На камеру передается такой, какой он есть на самом деле. По составу 80% акрил, 20% шерсть. И нам говорят, берите крючок от 2 до 4, чтобы у вас все получилось. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Вот. И я буду сегодня вязать крючком номер 3. Вы точно так же изучаете нотацию, да, к своей пряже. Смотрите, какой вам крючок предлагают. Подбирайте под свою плотность вязания, под толщину непосредственно нити, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте наберу, например, я 3 раппорта. Так, чтобы показать всю прелесть узорчика, это получается 36 воздушных петелек. И одна воздушная петелька, чтобы узорчик красиво закончился. Итого 37. Ну, а вы, естественно, набирайте, сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Как и у многих узорчиках, в этом узорчике тоже я рекомендую, особенно новичкам, сделать вспомогательный ряд. Нам придется пропускать большое количество воздушных петелек, и чтобы вы не запутались, да, особенно новички, мы сделаем столбики с накидом, и в столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид, в пятую петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Столбик с накидом. Далее в следующую петельку точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. Столбик с накидом. И так шагаем до конца ряда. В каждую петельку цепочки ныряем, провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть я, получается, набрала 37 воздушных петелек, значит, у меня должно получиться 37 столбиков с накидом. У вас, конечно, может быть больше, может быть меньше. Сами себя контролируйте. Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы сделали, это имитация столбика с накидом. И считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Угу, несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько приступаем к узорчику. Для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Берем, делаем накид, ныряем сюда же, в этот же столбик. Так. Вытягиваем ниточку и не провязываем. Держим на крючке. Раз. Накид сюда же. Два. Накид сюда же 3. Потом мы провязываем все петельки и фиксируем. Угу. Далее накид и точно так же такой же пышный столбик делаем еще один. Раз. Потянули ниточку, держим на крючке. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. И вот так вот все вместе опять провязали и обязательно зафиксировали. У нас с вами получается вот такие вот 2 пышных столбика. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Смотрите, а в столбиках мы пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5 ныряем,
вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп, держим на крючке. Накид, в следующий столбик верхушку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп, держим на крючке. Накид и в третий столбик ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп. У нас получается 4 петельки на крючке, и мы их все вместе провязываем. Оп, понятно? Получается как бы вот такая вот пирамидка, треугольничек, да, метелочка. Вот пышные столбики, 3 воздушные петельки и вот такая метелочка. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В столбиках наших пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятый столбик ныряем и провязываем в этот столбик, получается 5 пышных столбиков. 1, 2, 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Сразу же делаем второй такой же пышный столбик. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Третий столбик точно так же делаем. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Четвертый столбик. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И последний пятый столбик. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Гляньте, какая красота. Тут получается в начале ряда у нас была половинка нашей красоты, да? Идем дальше. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем в столбиках 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятый ныряем. Делаем метелочку нашу. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп. Накид. Следующий столбик нырнули. Вытянули ниточку. 2 петельки стоп. Накид. Нырнули. Вытянули ниточку. 2 петельки стоп. И все 4 петельки провязываем вместе. Оп, вот. И опять наша метелочка. Видите, как вот данная метелочка. Все. И вот так вот шагаем, чередуем, получается. Пышные столбики, метелочка. Пышные столбики, метелочка. Пышные столбики, метелочка. Пышные столбики. И я вас в конце ряда встречаю. Договорились? Все. Давайте сейчас 3 воздушные петельки. И опять делайте вот такой вот веерочек из пышных столбиков. Угу. Все. Давайте до конца ряда самостоятельно. У вас получится. Так, смотрите, вот мы довязали практически до конца. И у нас, получается, ряд заканчивается таким же половинкой веерочка, как и начинается. Я сделала 2 пышных столбика. И смотрите, накид. И сюда же ныряю, да, вот 3 петельки подъема. Ныряю в третью петельку и провязываю 1 столбик с накидом. Этим наш ряд заканчивается. Далее 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы шагаем, получается, по верхушкам наших пышных столбиков. Так? Итак, верхушку первого пышного столбика нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. А тут, смотрите, верхушку, получается, последнего пышного столбика мы будем провязывать 2 столбика с накидом. Итак, первый столбик с накидом. Просто пока повторяйте. И второй столбик с накидом. Есть. Вот такая картина должна получиться. Далее, получается, мы делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь, смотрите, переключаемся вот на нашу метелочку. Точно так же беремся за верхушку и провязываем 1 столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. 1, 2. Сейчас будем шагать, получается, по верхушкам наших пышных столбиков. За верхушку первого и последнего пышного столбика будем провязывать по 2 столбика с накидом. Смотрите. Вот получается верхушка нашего первого столбика. Беремся, провязываем столбик с накидом 1. И сюда же столбик с накидом 2. Далее, смотрите, шагаем. Следующий, получается, 3 столбика. 1, 2, 3. Провязываем по 1 столбику с накидом. Точно так же беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом 1. Следующий столбик с накидом 2.
Секундочку. 2. Следующий столбик с накидом 3. Так, и получается последний наш столбик, мы договорились, что мы в последний провязываем точно так же за верхушку 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и 2 сюда же столбик с накидом. Вот, видите? Вот что у вас должно по итогу получиться. Далее опять 2 воздушные петельки. Раз, 2. Присоединяемся вот опять к нашей метелочке, к верхушке. И провязываем обычный столбик с накидом. 1. 2 воздушные петельки. И опять переключаемся на наши пышные столбики. И помним, да? Первый и последний столбик провязываем по 2 столбика с накидом. А вот эти вот 3, получается, центральные провязываем по 1. Понятно? Все, давайте до конца ряда вот так вот. И в конце ряда встречаемся. Несложно, у вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали, получается, наши веерочки. И как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же. У нас здесь 2 пышных столбика. Первый столбик мы за верхушку провязываем 2 обычных столбика. Да, за верхушку второго 1 столбик с накидом. И у нас остается 3 петельки подъема. Помните? Вот. Мы беремся за 3-ю петельку и провязываем точно так же обычный столбик с накидом. Все, и наш ряд закончен. Далее, смотрите. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь, смотрите, провязываем столбик в столбик. У нас здесь 3 столбика. 1, 2, 3. Первый столбик мы провязываем просто столбик в столбик. Следующий, получается, 2 столбика мы провязываем вместе. То есть 2 столбика с общей верхушкой. Итак, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, накид. Следующий столбик, получается, в верхушку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Теперь 3 петельки провязываем вместе. Угу. То есть вначале шло расширение, а теперь сужение. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся на наш столбик, вот одиноко стоящий, и провязываем за верхушку просто 1 столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В данном, получается, столбиках первые 2 столбика и последние 2 столбика будем провязывать вместе. Смотрите. 1, 2. 2 столбика. Взялись за верхушку первого, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Накид. Взялись за верхушку второго столбика, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. И теперь 3 петельки провязываем вместе. Дальше идут 3 столбика. 1, 2, 3. Их провязываем по 1. Итак, столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. И столбик с накидом 3. Есть. Остается у нас еще, получается, 2 столбика. И эти 2 столбика провязываем точно так же вместе с одной общей верхушкой. 1, 2 и 3 петельки вместе провязали. Оп. То есть вот у вас какая картина, видите? Вначале шло на расширение, теперь на сужение. Угу. А дальше все то же самое. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Присоединяемся столбиком с накидом к столбику с накидом. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И точно так же. Вот в наших столбиках первые 2 провязываем вместе. Потом 3 центральных столбика по 1. И последние 2 точно так же провязываем вместе. Понятно? Не сложно? Согласитесь, не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали практически до конца. Видите, начинают формироваться вот такие интересные листики, да? Итак, как мы заканчиваем наш ряд? То есть, опять же, первые 2 столбика провязали вместе. Следующий столбик мы провязали 1. И помните, у нас еще такой кромочный есть, да? Накид делаем. И получается в 3-ю петельку подъема нырнули и провязали обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И смотрите, получается, вот у нас опять идут 2 столбика. 1, 2. Мы их тоже будем провязывать вместе с одной общей верхушкой. Нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп, накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп. И теперь все 3 петельки провязываем вместе. Оп. Угу. Дальше смотрите, что мы делаем. 3 воздушные петельки.
Раз, два, три. Опять переключаемся на столбик, который у нас один одинешенек стоит, и мы в него провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, у нас здесь с вами получается вот столбики наши. Мы точно так же будем провязывать первые 2 столбика вместе и последние 2 столбика вместе. А центральный у нас будет один. Итак, беремся за первую верхушку, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид, следующую верхушку получается, следующего столбика нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Теперь все 3 петельки провязали вместе. Оп, накид. Центральный столбик провязываем 1 столбик с накидом обычный. И остались еще 2 столбика. Мы провязываем их тоже с общей верхушкой. Стоп. Стоп. И провязали вместе. Видите? У нас наш листик сужается. Видите? Сужается. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Присоединяемся к нашему столбику одиноко стоящему и провязываем в него 1 столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот на наш листик. И точно так же первые 2 столбика провязываем вместе. Центральный 1 и 2 последних тоже вместе. Угу. И так далее. Шагаете до конца ряда. И у вас вот такая красота начинает получаться потихонечку. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, растет наша красота, да, наши листики начинают формироваться. Итак, мы, получается, закончили ряд, провязали 2 столбика вместе с общей верхушкой и последний, так скажем, кромочный наш столбик 1. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И здесь, получается, вот оставшаяся верхушечка, мы провязываем ее просто обычным столбиком с накидом. Далее, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, мы переключаемся вот на наш одиноко стоящий столбик. И здесь будем провязывать вот эти вот самые 5 пышных столбиков. Угу. Давайте вместе. Итак, за верхушечку беремся, вытягиваем ниточку. Так, раз, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Сразу же без воздушных петелек сюда же ныряем, делаем второй пышный столбик. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Третий столбик пышный. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали. Четвертый. Раз, два, 3, провязали, зафиксировали. И 5. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. Во, смотрите, какая красота по итогу получается. Далее, смотрите, делаем опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся вот на наши оставшиеся 3 столбика. И будем провязывать, смотрите как. За верхушку взялись за первую, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. За второй столбик точно так же провязали 2 петельки, стоп, и третий столбик точно так же. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь 4 петельки провязываем вместе. Оп. Наша метелочка, помните, которую мы вязали в самом первом ряду. То есть мы с вами повторяем самый-самый первый ряд. Вот он, наш самый первый ряд. Но получается в шахматном порядке. Угу. Все, и так далее. Опять провязывайте 3 воздушные петельки. Переключаетесь на столбик, который одиноко, да, столбики наши стоят. И делайте точно так же 5 пышных столбиков. Договорились? Все, и чередуете пышные столбики. Опять же, верхушка листика, пышные столбики, верхушка листика. Видите, какой листик по итогу получается? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, что у нас по итогу получается. Вот такая красота. Дальше, как мы заканчиваем ряд. Вот мы сделали пышные столбики, опять 3 воздушные петельки. И смотрите, у нас получается здесь 2 верхушки, да, раз и 2. Беремся за первую верхушку, провязываем 2 петельки, стоп, накид.
Беремся за вторую верхушку, ну тут вернее 3 петельки подъема, да, вытягиваем ниточку, 2 петельки стоп, и все 3 петельки провязываем вместе. То есть здесь у нас как бы половинка, да, нашей метелочки, половинка верхушки листочка. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И здесь мы с вами делаем еще 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. У нас получается 5 воздушных петелек. Далее вспоминаем. Помните, да? Мы, получается, за верхушку первого и последнего пышного столбика провязываем по 2 столбика, а 3 центральных столбика по 1 столбику. Итак, верхушка первого, столбик с накидом 1, столбик сюда же с накидом 2. Верхушка второго столбика мы провязываем сюда 1 столбик с накидом. Верхушка третьего столбика 1 столбик с накидом. Так, верхушка четвертого столбика точно так же нырнули и 1 столбик с накидом. А вот в последнюю, получается, верхушечку, последний пышный столбик, будем провязывать 2 столбика с накидом. Раз и 2. Поняли, да? То есть мы сейчас с вами повторяем точь-в-точь наш второй ряд нашего узорчика. Понятно? И так далее до конца ряда. То есть получается, вы опять здесь делаете 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаетесь, получается, вот на верхушку нашей этой, помните, метелочки, да, мы назвали ее. Провязываем 1 столбик с накидом. Угу. Все. И получается дальше только повторение. Сам по себе узорчик 4 ряда. Раз, два, три, 4. Дальше повторение. Раз, два, три, 4. Поняли, да? Потом опять раз, два, три, 4. Здесь данные, получается, 4 ряда хороши тем, что здесь по бокам у вас будет только по 1 столбику. Поняли, да? Вот эти самые первые, видите, вот эти столбики. Они будут у вас. И получается, здесь у нас было 2 полных листика и по половинке. Здесь будет просто 3 полных листика. Потом опять 2 полных листика и по половинке. Для тех, кто разбирается в схемках, я сюда прикладываю схемку. Схемка хорошая, читабельная, все поймете. Те, кто не разбираются в схемках, все равно посмотрите, потому что мы уже с вами провязали. Вы уже поняли, где пышные столбики, где обычные столбики, где какие столбики как провязываются, где воздушные петельки. Посмотрите и сразу поймете, что схемки читать очень легко. Все, увеличиваем наш образец на несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Все, давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Смотрите, какая красота. Вот такие вот интересные листочки без рельефных столбиков. Да, вы, конечно, можете придумать рельефные столбики. Они могут быть у вас такие вот прямые, да, по одному. Могут быть по периметру, могут быть все столбики рельефные. Тогда узорчик у вас будет односторонним. В моем случае он получается двусторонний. Выбираете сторону, какая вам больше нравится, такая у вас будет и лицевая. Видите? То есть все одинаково. Итак, в моем случае, как тянется данный узорчик, смотрите. Так вот он тянется. И из моей пряжи, и вот так вот он тянется. Из вашей пряжи он может тянуться больше, он может не тянуться, поэтому обязательно вяжите образцы. Пробуйте, смотрите. При разных, получается, ниточках узорчик смотрится по-разному. Где-то более симпатичнее, где-то, возможно, не очень. Пробуйте любую пряжу с любым добавлением. То есть это может быть и с хлопком, и с бамбуком. Это может быть с мохером. Обязательно пробуйте. Это могут быть ниточки меланжевые, это может быть секционное окрашивание. То есть все, что угодно, что ваша душа пожелает. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Да? То есть вот интересно, сколько у меня получится. Итак, смотрим. Это получается, ну, практически 17 сантиметров, да, 16,8. И тут мы говорили, что каждый вертикальный раппорт, да, это получается 4 ряда. Раз, два, три, 4. Дальше 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И первый наборный ряд 14. Так, смотрим. Получается, ну вот 14,5 сантиметров, да? Неплохо, неплохо. Вяжется очень-очень легко. Нет никаких замудренных элементов. Сначала пышные столбики, потом обычные столбики. Уменьшаете листик и так далее. И сразу же начинаете следующий листик. Здорово. Узорчик не новый. Я думаю, что многие из вас уже вязали таким узорчиком, но мне захотелось именно сегодня показать узорчик. Я считаю, что для палантина, да. Ну, опять же, кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, где данный узорчик вы применили. Если еще не вязали, подбрасывайте идейки, куда можно применить, кроме палантина, да.
Ну, естественно, же летние ниточки, это топики маечки, да, такие вот дырчатые, такие открытые, да, возможно, парео и так далее. А зимний вариант, наверняка это будет очень интересные снуды, шарфы, почему бы и нет, да, толстая пряжа будет очень даже красиво. Возможно, жилетки, кардиганчики вот такие вот, да, открытые. Почему бы и нет, вашу копилочку узорчиков. Ну что, я надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Бежите с удовольствием. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.